Вилли Саньоль провел пресс-конференцию перед матчем против сборной Армении, раскрыл некоторые секреты состава, также состав объявили сборной Ю-21, Ю-19. Самое интересное прямо сейчас, погнали! Друзья, всем привет! Ну вот так постепенно клубный футбол у нас уходит на второй план и возвращаются сборные. Вы помните, когда вообще сборная Грузии играла? В ноябре, уже 4 месяца прошло, забыли мы уже, как эта команда выглядит. Но не забыл Вилли Саньоль, который совсем недавно объявил состав на предстоящие матчи и провел большую пресс-конференцию по традиции. Там он был с вице-президентом Федерации Александром Иашвили, ответили на все вопросы. Ну, давайте коротко по этой пресс-конференции, чтобы я здесь выделил. Ну, наверное, самое интересное, что были такие спойлеры к предстоящему матчу в Армении. Вот, в частности, Саньоль сказал, что Атар Китаишвили, он будет капитаном грузинской команды. Ну, а вместо Гурама Кашия будет Саба Гагличидзе. Меня удивило, что некоторые паблики грузинские уже прям официально говорят: все, Гагличидзе в старте. Хотя, ну, знаете, так, Саньоль сказал, что, ну, конечно, мы хотим его увидеть в деле. А я напомню, что у Гагличидзе там какие-то несколько минут в матче против Чехии, в том самом матче, где был счет 4-1. Поэтому, конечно, весьма интересно. Саньоль также подчеркнул, что команда должна оставаться в Лиге Б. Он сказал, что, ну, конечно, Лига А, наверное, посильнее, мы до нее не дотягиваем, давайте будем честными. Но и Лигу С мы уже прошли, возвращаться туда не хочется. Это, наверное, такой ответ некоторым экспертам и журналистам, которые считают, что Грузии лучше бы играть в Лиге С, чтобы было больше шансов попасть на чемпионат Европы. Самое главное, что соперники круче, и рост вот этой команды в таком окружении, конечно, он будет больше, чем играть со всякими Болгариями. Но мы видим, что Грузии ничто не мешает выигрывать и у сборных Чехии, и Албании, которые в Лиге Б уже стабильно играют. Поэтому я считаю, что Лига Б все-таки, какой бы она сложной ни была, пусть, может быть, сейчас идут поражения, но это вот следующий этап, который Грузии необходим. Конечно же, затронули тему и стадиона «Динамо», на который команда возвращается спустя год. Представляете, год уже не было там матчей, не было аншлагов. Но эмоции прошлого года, я думаю, вы не забудете. Я очень хотел попасть на тот матч Грузия-Греция. Но там еще был матч Грузия-Люксембург, к сожалению, не получилось. Но сейчас я еду в Грузию. Напомню, что влоги с матчей против Армении на моем канале. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, там точно будет интересно. Немного Вилли Саньоль сказал и про настрой команды. Действительно, он признал, что слишком много было матчей у футболистов и на уровне сборной, и на уровне клубов, поэтому команда немного устала в прошлом году. И, возможно, результаты этих последних матчей в октябре и в ноябре тоже можно связать именно с такой усталостью и перегрузкой. Но вот, знаете, была какая-то череда травм, это я уже от себя говорю, в декабре, в январе, там и Гагличидзе, и Кварацхелия, и Мамардашвили. И вот, ну, возможно, это как раз-таки все и было действительно следствием. Но сейчас есть ощущение, что вот у игроков мотивация повышается. Возвращаясь опять к Саньолю, он сказал, что уверен, что проблем с мотивацией на эти матчи не будет. Конечно же, Саньоля спросили про новичка из молодежной команды. Лука Лацабидзе, он провел всего 2 матча за молодежную сборную Грузии, причем это самые решающие матчи против Хорватии. Ну и, конечно, есть определенная его заслуга, в том числе, что с хорватами дома сыграли на 0, там уже такая была голевая перестрелка на выезде, но, тем не менее, Лука участвовал в победной поступе молодежной сборной. И, кстати, Саньоль еще подчеркнул, что важно сохранять вот это коннект с молодежной командой, потому что впереди молодежный Евро этим летом. Но мы сейчас про молодежную сборную еще с вами поговорим. И вот Лука Лацабидзе, сейчас есть шанс его вызвать, потому что молодежки-то в Варнике и в Анталии. Вот, знаете, тут и вопрос. Вот мы сейчас говорим, что Гагличидзе в старте. А тогда Лацабидзе, что он выйдет на замену или он выйдет еще одним центральным? Но я думаю, что по пресс-конференции основные мысли я вам озвучил. Давайте вообще вспомним, в каком составе Грузия играла против Чехии. В воротах Мамардашвили, Гвилисиани, Кашия, Двали, Какабадзе, Лачашвили по краям, Чеквитадзе, Китаишвили, Качарашвили, Кварацхелия и Микаутадзе в атаке. Вот такой был состав против сборной Чехии. И знаете, что уже интересного, что у нас вот сейчас будет первый матч против сборной Армении. Кашия не будет, из-за карточек он пропускает. То есть, ну, здесь вариант, конечно, с Гагличидзе напрашивается, и, судя по всему, если вот сейчас в ближайшем туре никаких проблем со здоровьем у Гагличидзе не будет, то мы его увидим уже в четверг на матче в Ереване. Кварацхелия тоже не будет. И знаете, по поводу Кварацхелии я бы вообще хотел отдельно порассуждать, потому что вы прекрасно видите,
в ПСЖ его многофункциональность, что он играет теперь не только слева, а и в центре, и справа. И мне вообще кажется, что это может быть идея для Саньоли, даже может быть в ответном матче против Армении попробовать вообще Кварацхелию не слева поставить, а, например, справа или даже в центре. Но я не знаю, насколько вот эти перемещения, как в ПСЖ у Луиса Энрике, они возможны, но мне кажется, это может быть какой-то идеей, потому что вообще, если посмотреть действия грузинских футболистов, их голы, Давиташвили тоже очень много слева играет. Чеквитадзе такой, да, больше свободный художник, но тоже вот последний его голевой эпизод, когда он голевую передачу отдал, мне тоже вспоминается именно с левого фланга. Есть еще Гулиашвили. Ну, в общем, очень тяжело, конечно, Саньоле сейчас в линии атаки найти место всем этим футболистам на поле, но я еще и не сказал про Георгия Зария, то есть просто вот такой перечень футболистов, из которого придется выбирать. Но давайте сейчас как раз-таки плавно мы перейдем к составу. Что здесь стоит отметить? Ну, я уже сказал про Луку Лацабидзе. Но помимо него важные еще возвращения. Это Георгий Гулиашвили, Иракли Азарави и Георгий Зария. Причем Зария, я про него говорил Саньолю и вообще всем грузинским тренерам еще зимой, когда, ну не зимой, давайте так, в осенней части чемпионата Казахстана, когда он стал ведущим футболистом в составе Кайрата, много забивал, раздавал. И, кстати, именно он забил решающий пенальти в ворота Атырау и принес Кайрату чемпионский титул после паузы в 4 года. Ну, в общем, был незаменимый футболист для Кайрата. И даже признали его местные СМИ лучшим футболистом сезона. Но, в общем, все не зря. Я видел, что тренерский штаб сборной Грузии был на сборах в Турции, наблюдал за Зарией. Ну, честно, в Турции не лучшим образом себя Зария показывал. Но, возможно, это тоже некий аванс, как бы дать шанс Георгию вновь о себе напомнить. Я не ожидаю Георгия увидеть в старте, но, тем не менее, мне кажется, что на поле мы его точно увидим. Может быть, на замену как раз-таки в первом матче он и выйдет. Есть еще Георгий Гулиашвили, которого тоже вот в последний раз не было на последнем сборе. Сейчас он снова в составе. И вот его я ожидаю увидеть в старте, потому что потрясающая форма футболиста. Посмотрите, что он творит в чемпионате Боснии. Если кто-то забивает за ФК Сараево, я захожу в приложение, смотрю, Георгий Гулиашвили. Вот так он себя зарекомендовал и стал капитаном команды. Забивает в кубке, забивает в чемпионате. В Еврокубках, пока Сараево играл, тоже там он себя проявлял. В общем, я уверен, что билеты из Сараева уже можно заказывать, или можно было бы и не возвращаться сейчас после матча сборной Грузии, но трансферное окно закрылось, поэтому доиграть придется. Обидно, что футбольный клуб Сараево сейчас там далеко не на первом месте, даже и за второе место им еще придется побороться, но Георгий Гулиашвили в полном порядке, это нужно признать. Иракли Азарави также возвращается в состав главной команды, он был командирован для улучшение результатов молодежки, и вот сейчас вернется. В принципе, мы его тоже можем увидеть вполне в старте. Я сказал бы, что, знаете, здесь очень важно, как вообще Саньоль подойдет к этому первому матчу в Армении. То есть, в принципе, можно воспринимать этот матч как такая возможность для экспериментов тактических, сыграть, может быть, в более какой-то атакующий футбол. Но мы совершенно не знаем, во что будет играть сборная Армении. Сейчас у них не будет Силараяна, не будет Спиртсяна. Есть Тигран Барсегян, который, в отличие от Каши, как раз-таки в этом матче может принять участие. Есть также Наир Тикнезян. В общем, состав у сборной Армении неплохой. И вот тоже вопрос, Армения будет пользоваться тем, что нет Кварацхелии, и без Каши, возможно, оборона будет более уязвима и пойдет в какую-то атаку с шансами забить как можно больше голов, чтобы потом в Тбилиси уже пытаться отстоять этот результат. Или же, наоборот, попытается сыграть в такой оборонительный футбол, потому что грузинам нужно пространство, и когда этого пространства нет, тяжело им создавать моменты. Мы это видели и по матчам с Украиной, и с Албанией. Если соперник обороняется, то вот у Грузии есть трудности с взломом этой обороны. Но давайте пока гадать не будем, дождемся матча и посмотрим, как оно получится. И еще пару слов по составу. Я сказал о том, кто вернулся, но давайте посмотрим, кого нету. Кто-то считал, что Соломон Кверквели уже не тот и слишком старый для этой сборной. Вот, кстати, его в этом составе нету. Нету здесь Исабы Лабжанидзе. В принципе, голы его во время предсезонки я видел. И в МЛС он вроде бы играет. Но вот мне кажется, что его место занял Георгий Зария. Еще отсутствует Георгий Гвелисиани. И вот, возвращаясь к теме состава, загадка, в каком составе выйдет сейчас сборная Грузии. Вот давайте посмотрим, вернемся к составу матча с Чехией. Гвелисиани, Кашия, Двали. Гвелисиани и Кашия уже нету.
Кварацхелии тоже нету. И повторюсь, что здесь можно поэкспериментировать, можно попробовать что-то новое. Но радует, что после перехода в Салернитану Лочашвили как будто бы начал больше играть, и команда там потихонечку вылазит с самого дна таблицы. В общем-то, все у нее получается. Ну, вот сейчас полностью состав сборной Грузии на предстоящий матч вы можете увидеть на ваших экранах. Главное, что все лидеры на месте. Тоже как будто бы Саньоль сказал, что он доверяет Георгию Мамардашвили. Но, с другой стороны, повторюсь опять, как будет восприниматься этот первый матч с Арменией, если можно как-то проверить ближайший резерв, потому что все-таки еще ответный матч будет дома, то какие-то изменения возможны. Но мы видим серьезный настрой Вилли Саньоли и вообще всей команды, поэтому все-таки, наверное, Мамардашвили будет в старте. А вот в тройке защитников наверняка появится Гагличидзе, Двали, ну и кто знает, может быть, молодой Лацабидзе, хотя вот так вот сразу кидать его в такой матч, не знаю, насколько это было бы правильным, но давайте посмотрим. У Лочашвили, как Абадзе, как будто здесь вопросов нет. Отар Китаишвили, который будет капитаном, Чеквитадзе, Кочурашвили. Я думаю, здесь тоже все предсказуемо. Ну и вот линия атаки тоже, пожалуй, очень интересная. К Микаутадзе нет вопросов, я думаю, что он точно будет в старте. Ну а второй вариант это либо Зевзевадзе, либо Давиташвили. Посмотрим, что в итоге выберет Саньоль. Но если вы считаете иначе, пишите свои комментарии, пишите свои мнения, в каком составе вы ждаете увидеть сборную Грузии. У меня еще будет, конечно, большое превью прямо перед игрой, но пока вот давайте так предположим, посмотрим, может быть, что-то изменится за это время. Идем дальше. Молодежная сборная Грузии тоже проведет свои матчи. Так необычно они будут проводить сбор в Анталии, и там же и будут свои матчи проводить. Сначала будет матч против сборной Финляндии 22 марта, а 25 марта против сборной Сербии. Финляндия тоже является участником молодежного чемпионата Европы, который пройдет этим летом. А я напомню, что Грузия попала в непростую группу. Первый матч будет с Польшей, потом Франция и Португалия. И вот, на мой взгляд, от этого матча с Польшей будет зависеть очень много. Но пока есть шанс, скажем так, проверить резервы. И повторюсь, что Вилли Саньоль сказал, что, например, Луку Лацабидзе он, конечно же, вернет летом в расположение молодежной команды. Сейчас вот задача посмотреть, как он справится с нагрузками и вообще с требованиями тренера в составе основной сборной. Ну, а если говорить про молодежку, здесь, в общем-то, все те же звезды, все на месте. Вратарь батумского «Динамо» Лука Харатишвили. Наверное, еще можно выделить Лашу Адишария из РФШ, который классный опыт получил в Лиге Европы. Против Галатасарая удалось ему отличиться. Ну, в общем, хорошие были матчи. Лука Гагнидзе, Надар Ламинадзе, Габриэль Сигуа. Ну, в общем, состав хороший. Ну, и, конечно, Георгий Квернадзе в атаке. Полностью состав сейчас на ваших экранах. Повторюсь, 2 товарищеских матча, оба пройдут в Турции. Также следим за молодежной сборной и ждем от нее успехов. Ну и может быть, тоже каких-то экспериментов, кто знает. Ну, еще одна сборная, о которой хотелось бы сказать, это команда Ю-19. В первую очередь, потому что свои матчи элитного раунда отбора на чемпионат Европы она будет проводить именно в Тбилиси. Команда Лаши Пирцхалишвили пробилась в следующий элитный раунд во время отборочных матчей в Швеции. Если помните, в ноябре это как раз таки было. Я за этими играми тоже следил. Здесь будет такой тоже турнир, причем все матчи пройдут в Грузии, в Тбилиси, так что тоже ждите от меня выпуски. Начинается эта история 19 числа. Вот вы сейчас видите матч против Польши, опять Польша, потом Словакия и Черногория. Матчи сборной Грузии пройдут на стадионе Месхи-2. Ну а другие команды будут играть на стадионе Давида Петриашвили. Здесь интересно, что всего одна команда, победившая в этой такой мини-группе, попадет в финальный турнир чемпионата Европы до 19 лет. Мне лично будет очень интересно понаблюдать за Вахтангом Салия, который стал футболистом Ньюкасла, ну и Саба Харибашвили, которого сватают уже и в Ливерпуль, и в Реал, и в Барселону. Вот вообще, что они покажут на таком уровне, все-таки это уже, знаете, такая предфинальная стадия отбора, и соперники неплохие. Здесь, конечно, нет Франции, Англии или какой-нибудь Испании, но я думаю, что против таких сборных было бы совсем тяжело. А здесь вот сборные вроде бы крепкие, но в принципе я думаю, что Грузия вполне может их обыгрывать. Повторюсь, этот турнир полностью пройдет в Грузии с 19 по 25 марта. 19 марта я буду в Ереване, к сожалению, первый матч грузинской сборной посетить не смогу, но с других матчей ждите обязательно репортажи, ну, как минимум по билетам, я думаю, что на эти игры я попаду.
Ну и в заключение пару слов про Хвичу Кварацхелию. Опять он попадает в новости. Один из грузинских пабликов сообщает, что он попал в топ-10 претендентов на золотой мяч в этом году. Мне кажется, как-то рано, конечно, еще судить. Все-таки еще и сезон этот не доигран, еще сколько у нас времени будет потом. Еще клубный чемпионат мира впереди, где, кстати, ПСЖ тоже принимает участие, не забывайте. Ну и вторая новость, это что гол Хвичи Кварацхелия, его дебютный гол в составе ПСЖ против Монако, был признан самым лучшим голом вообще всей Лиги 1 в феврале. Это не может не радовать. Ну и хочется выделить еще Жоржа Микаутадзе, который со своим 2+2 в Лионе не только помог команде уверенно разгромить ФКСБ, не путать со Стяуа. В комментах писали Стяуа, я ничего не знаю, бездарь. А нет, Стяуа это совершенно другая команда, ФКСБ это такая реинкарнация Стяуа, но из-за таких юридических формальных проблем мы не можем назвать эту команду Стяуа, поэтому, ребята, проверяйте информацию. Так вот, Жорж или Георгий Микаутадзе, кому как больше нравится, он попал в символическую сборную этой недели Лиги Европы, ну, блестяще, блестяще. Давайте еще раз за Жоржа порадуемся. И надеемся, что в составе национальной сборной он эту голевую поступь продолжит. Вообще, вот давайте вспомним, что в последних матчах сборная Грузии, она больше одного мяча не забивала. Когда вообще с Чехией было в последний раз больше одного мяча? Потом, смотрите, Албания всего 1-0. Потом с Украиной проиграли 0-1. С Албанией уже дома 0-1. Ничья с Украиной 1-1. И вот с Чехией 2-1. При этом я не скажу, что у Грузии было мало моментов, поэтому давайте пожелаем, сейчас у меня тут, конечно, бокала нет, извините, но пожелаем грузинской сборной вот эти матчи ярко провести, забивать побольше, пропускать поменьше, ну и главное, чтобы болельщик был счастлив. Пишите, что вы ждете от предстоящих матчей против сборной Армении. Будет ли это для вас какой-то особенный праздник, что такое настоящее кавказское дерби? Может быть, вы грузин, но живете в Армении, или армянин, живущий в Грузии. Планируете ли вы эти матчи смотреть, посещать? Крайне интересно. Ну и ваши прогнозы по составу и вообще по тому, как эти матчи сложатся, тоже принимаются. Пишите. Будет интересно все это обсудить. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Следующий выпуск будет про матч ПСЖ-Марсель в это воскресенье ночью. Хвича Кварацхелия. Ждем от него очередных подвигов и, самое главное, без травм. До новых встреч. Darcheva historias, servida jalisi, zavdadza iarimi, gakrebata visit es sakartvelo,